Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Сейчас я в Ирпене. Иду через парк писателей и мысленно с ним прощаюсь. Дело в том, что я почувствовал, что нужно попробовать выехать из Украины за границу. У меня есть для этого законные основания, но я сразу не буду вам рассказывать. Если получится выехать, то расскажу позже, уже на той стороне границы. Дело в том, что в нашей стране, даже имея законные основания, нельзя быть на 100% уверенным в том, что получится выехать. Вы все знаете эту ситуацию с выездом мужчин за границу. Поэтому вот, друзья, иду через парк сейчас, знаете куда? В СТО. Я сдал свою машину сегодня в ремонт, потому что далеко ехать, а у меня там ходовая уже разбалансировалась. Короче, позвонили ребята, сказали, что все, уже отремонтировали машину, осталось только развал схождения сделать, но это уже в другом месте. И все, и завтра еду. И уже когда приеду в конце этого видео, вы узнаете, приехал я или не приехал, удалось, не удалось, то все подробности про выезд я вам расскажу. Ой, чуть не прошел, друзья. СТО уже находится здесь. Вот прямо здесь. Да, и моя машина уже стоит во дворе. Ну что, будем считать, что машина готова. Забрал ее, немножко сейчас обкатываю по Ирпеню напоследок, потому что поменяли колодки тормозные. Нужно проверить, как это все ходит. Какой-то скрип все равно остался, но говорят, это просто подушка двигателя скрипит чуть-чуть. И это не страшно. Вот, завтра утром выезжаем, рано утром, когда кончится комендантский час. А сейчас еду загружать вещи. Буду в машину складывать. И едем мы, конечно, я еду не один. В общем, дальше узнаете. Немножко Ирпеня вам напоследок показываю. Вот церковь. Зеленый, красивый Ирпень. Жаль, что война до сих пор не кончилась. Второе лето в никуда. Видели, какие у нас люди ходят на протезах? Все это проклятая война. Последнее приготовление. Проверяю уровень жидкости. Слушаю, как работает мотор. Все, сейчас загружаюсь. И завтра рано утром выезжаю. Так, ну все, мы выехали, покидаем Ирпень, возможно, надолго. Лада в кадре, едет, конечно же, со мной, и моя мама с нами, попутчица, так сказать. Едем в сторону границы, и ближе к границе мы вам еще немножко дорогу покажем, а потом расскажем, как мы пересекаем эту границу. Получилось, не получилось, и все подробности.
часа в пути, подъезжаем уже ко Львову. Первоначальный план у нас был такой, что мы Ладу завозим во Львов на автостанцию. Там она покупает билет до Przemyśla в Польше и едет в Польшу самостоятельно. А я с мамой еду через пункт пропуска какой-нибудь. Но мы потом подумали, что это нам очень и очень сложно так вот Ладу завозить. Потом она будет целые сутки ехать там где-то в Польше встречаться. А по закону, по идее, мы можем просто в одной машине ехать. Поэтому мы передумали так делать. Перенастроим свой навигатор и будем пробовать проехать прямо все вместе втроем на машине в Польшу. Включимся чуть позже. Для вас это секунда. Попереду камера контролю швидкості. Спасибо. Да. Границы нужно еще пробраться. 20 километров вот такой вот. А может и не 20, но пока мы едем пару километров. Вот такой вот. Бездорожье. Дорогой назвать вообще сложно. Вон тот. О, дорога Поверніть лучше. праворуч на дорогу Р-15. Это не все 20 километров будет так. Слава богу. Три с половиной часа мы стоим уже в очереди на таможне. И тут по незнанию мы, конечно, немножко сами себя перехитрили, получается. Короче, нам сказали, что через таможню нельзя провозить продукты питания. Вообще никакие, потому что могут оштрафовать, даже вот если будут яблоки, там, сало, ну не знаю, вообще любая еда. Ну, не сказали, сказали, надо все это выбросить, если у вас даже что-то есть, вы в дорогу брали, но не сказали, где это выбросить. И мы его выбросили на подъезде вот сюда. До таможни, на подъезде. Мы не знали, что здесь придется столько стоять. Теперь мы хотим есть. А Лада так красиво разбрасывалась сосисками. Жаль, не сняли, да? Да. Она решила покормить животных в лесу и выбросила такие красивые сосиски, там хлебушек, всякое съедобное для животных. Яйца, помидоры, огурцы, где это все? Короче, теперь 3,5 часа прошло. У нас осталось только сало. Сало Лада заныкала там в чемодане. Сказала, это мы не будем выбрасывать, его не найдут. Сало? И мы теперь едим, представьте, сало без хлеба. Семечками. Да, семечки. Короче, вот такая вот у нас обстановка. Ну, так весело. Смотрите, есть люди, которые в любой ситуации адаптируются. Это моя мама. Она вон села и вяжет. Все. Человеку ничего не надо. Для счастья он в любой ситуации просто нашел себе место. В наушниках ТикТок. Да. Что ты вяжешь, расскажи. Ночную сорочку вот вязала. Что-нибудь обы вязать, как говорится. Так, ладно, ждем очереди, может быть, к ночи. Мы приехали сюда в 3 часа, сейчас уже 6:30, и мы надеемся... Мы продвинулись на 200 метров. Перед нами было 45 машин. 45 же, да? Было 45, сейчас 30. Теперь 30 Прошло всего лишь. 3,5 часа. Посмотри, какой, ты покажи, какой Бродвей сейчас тут. Тут уже ходят, девушки ходят, приодетые вот туда-сюда вдоль машин. Парни стоят, высматривают. В общем, тут своя жизнь начинается.
Тусовка. Скоро начнут- вечерний, как это сказать, Променад. сотня. Да, да. Скоро начнут знакомиться друг с другом и Подальше. заходить подальше в кусты, да? Шутка. Да, еще такой момент. Туалета ж нет. А, туалета здесь нет, и приходится бегать куда-то в дальние Да, посадки. В посмотрите. общем, Не продумали здесь ничего, здесь то есть не предусмотрели, что здесь все время стоит много людей, все время они тут ждут часами, и нету ни одного туалета, посмотрите. нет, там какую-то будочку в поле поставили, но она насквозь просматривает. Будочка, в которой такие вот щели. И рядом стоят машины. И вон на столбе, кстати, висит реклама какого-то кебаб-хауса. И, видимо, можно заказать еду у них, и они сюда подвезут. Но это мы так предполагаем. Вот это и весь сервис, который здесь есть. Больше никакого. Стоим уже 5 часов, солнце на закате. Но знаете, что хорошо, пришла женщина местная, тут ходили парень с девушкой, продавали пирожки. И мы у них скупили сколько? С мясом, с капустой и с картошкой. 10 пирожков, да, мы купили или больше? Да, мы очень голодные. Потому что нам еще предстоит наверняка простоять здесь еще часа 3 или А 4. может быть до ночи, может быть Что-то до 12. И мы не Так знаем, медленно, сколько так мы медленно. Перед нами сейчас сколько? 23 машины. Вон. И 8 они, часов вечера. и они Часов очень... простояли уже. Да. В общем, все. Мы пробуем Мы пирожки. спасены. Надеемся, мы не Друзья, отравимся. Мы будем жить, все нормально. Воды осталось вот немного. Надеюсь, нет, Виталий. Мы вообще хорошо живем. Да. И самое главное, мы не знаем, пропустят ли нас. Так долго стоим и не знаем. Все, друзья, интрига будет дальше раскрыта. Поверните налево, затем поверните направо. В общем, выехали мы ночью с таможни в 3 часа утра. 12 часов мы провели в очереди на таможне. И вот едем в гостиницу, которая расположена за 80 километров от границы с Украиной. Поверните направо. Вот немножко начало расцветать, сейчас 4 часа утра. И мы по карте, по Google навигатору едем вот по этим дорожкам, по каким-то селам, не знаем, что за села, но в принципе нам уже осталось ехать 17 минут. И нас Польша удивляет. Особенно отсутствием заборчиков пока, заборов больших. Заборчики маленькие есть. Все, друзья, мы в Польше. Мне самому уже не верится, что мы все-таки прошли эту таможню. 13 часов на таможне, из них половина это ночь, когда хочется спать. Это тяжело, честно говоря, тяжело. Я до сих пор не пришел в себя, вот не бритый, мы поспали. Доброе утро. Мы поспали всего несколько часов. И в следующем видео я расскажу, где мы заночевали, какой город, как называется отель, сколько стоит. А сейчас хочу рассказать основное, как я выехал, по какому закону, что мне позволило выехать. Дело в том, что вот моя мама Оля, она инвалид 2 группы. А я имею право, как сын, осуществляющий опеку над ней, то есть следящий за ее здоровьем, проживающий вместе с ней, то я имею право выехать с ней, ну, туда, куда она хочет. Ну, а она захотела в Европу, сами понимаете, куда нам еще ехать. Мы хотим поехать в Германию, там, возможно, ее полечить. Вот такой у нас план. И мы не были до конца уверены в том, что на границе пропускают
ну, все так четко, все по закону. Но на самом деле оказалось, да, если у вас все документы правильно оформлены, то вас не будут задерживать, несмотря ни на какие опасения в том, что с нами ехала моя жена, а мы думали, а вдруг скажут, что почему ты вывозишь свою маму, если есть у тебя жена, женщина, которая может поехать, а ты военно обязанный, ты должен оставаться в Украине. Вот такие мы боялись услышать речи на границе от пограничников украинских, но нет, все нормально. Документы, если документы оформлены правильно, то вас пропускают без разговоров. Все, друзья, на этом мы сегодняшнее видео заканчиваем. Лада уже лежит, спит в номере. А следующее видео будет про этот отель, про то, как мы устроились в Польше, остановились временно здесь в отеле, и расскажем вам о том, что нового мы здесь увидели и узнали. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующих видео. Всем мира, счастья. До свидания.